Все, видите, как напоминает мне матрица. Вот сейчас полезный лайфхак для всех. Когда вы приезжаете в Испанию, вам нужен номер телефона. Да, кстати, я об этом не рассказывал, надо рассказать. Это же чертовски важно. Так вот, когда вы приезжаете в Испанию, вам номер телефона нужен. Вам нужно как-то общаться. Здесь есть разные операторы связи. Да, помните, что в испанском языке буква В и Б практически не различаются. Поэтому мобильный будет здесь мовильный. И поэтому есть, мобил, это мобил. Вот. Второе. Здесь есть операторы связи, такие, которых мы примерно слышали, как они называются. Но в основном здесь такие no-name, которых мы не знаем. Когда вы приехали, у вас только паспорт, и нету никакого испанского документа. И главное, у вас нету счета испанского, а счет испанский нужен. Если у вас только номер паспорта, вы можете пойти в любой локиторию. Это такой типа, обычно пакистанский или какой-нибудь там индийский магазинчик, где делают всякие около компьютерные сервисы, и попросить продать вам предоплаченный тарифный план, то есть который вы оплачиваете авансом. У меня на одном из телефонов до сих пор такой предоплаченный тарифный план оператора, который не хочет считать меня жителем Испании, несмотря на мой статус просителя убежища. Вот им вынь да положь ТИЕ, то есть вынь да положь карточку, которая будет, как на уровне национального удостоверения личности. Не понимают они моих документов. Я плачу 5 евро за 3 гигабайта информации. Там какой-то есть объем передачи, в смысле звонков, но звонков я не делаю. Как и большинство людей сейчас, мы пользуемся в основном мобильным интернетом. Вот 3 гигабайта мне стоит 5 евро авансом. Да, и пополнять этот счет баланс можно в локитории же, как правило, предоплаченные тарифные планы пополнить со своей банковской карточки не удается. По непонятным причинам, то есть нужно идти каждый месяц с наличкой, пополнять или пополнить сразу большую сумму, но есть риск, что оператор начнет ее куда-нибудь на что-нибудь списывать. Вас попросят дать паспортные данные, могут попросить дать паспортные данные, если вы пойдете заключать тоже предоплаченный контракт, но к таким операторам, как, допустим, О2. То есть известные мировые бренды. Вот если вы к ним пойдете заключать контракт, то вас там, наверное, попросят предоставить паспорт. В локитории ваш паспорт посмотрят, ведут данные, но личного кабинета я, честно говоря, не знаю, есть он там или нет. Мне кажется, что нету. Когда у вас появляется НИЕ, то есть уникальный номер иностранца, и у вас появляется банковский счет в Испании, или вообще в Европе, у вас появляется IBAN, вам вообще-то нужен IBAN. Так вот, при наличии этих двух документов вы можете заключить контракт с постоплатой, то есть кредитный контракт на интернет. И тогда вам нужно будет платить, не бегать в эти самые локитории, а можно будет просто сидеть на попе ровно, и с вас будут списывать деньги со счета за прошедший месяц. Тариф, допустим, я пользуюсь
на одном номере. Оператор называется Digi, румынский оператор, который работает в Испании. И там стоимость услуги составляет 3 евро за 3 гигабайта. А следующий, по-моему, 7 евро за 30 гигабайт почему-то. Ну, что-то там чуть больше платишь, но трафика будет намного больше. Вот. То есть, в принципе, постоплата интересна тем, что просто не надо бегать пополнять. Ну и чуточку дешевле. Если у вас есть IBAN, есть, есть, соответственно, номер иностранца в Испании, который уникальный, типа ИНН. Обратите внимание, что у горячо нелюбимого мною Водафона у них не предназначен личный кабинет для наших паспортов, поэтому они, скорее всего, введут ваш паспорт неправильно, и вы не сможете заходить в личный кабинет. То есть они какую-то цифру выкинут, но какую, непонятно. В общем, и Водафоном я вам не рекомендую пользоваться, он необоснованно дорогой. Беспричинно. Вот, то есть я прям проверял, и нету такого, что у них есть покрытие там, где нету остальных. Все примерно у всех одинаково по покрытию. Есть 5G, но это если бы у меня телефоны его поддерживали. Но так, собственно, о чем я? Про сотовую связь рассказал. Если вы берете пакет, допустим, оптическая канал связи и еще и сотовый, да еще и несколько номеров, то, конечно, будет дешевле. Ну, это понятно. Самое важное, что как только вы начинаете общаться где-то в Испании и даете свой номер телефона, ну, не знаю, в Медиамаркте что-то купили, пошли в Аюнтаменто, потому что везде у вас требуют номер телефона. Когда вы пошли получать свою карточку медицинского публичного страхования, везде требуют номер телефона. И потом этот номер попадает к мошенникам. И они начинают вам звонить. Будьте осторожны. Я вначале думал, что в этой стране такого не может быть. И поэтому, когда мне пришло сообщение о том, что Кореус, то есть почта, что-то там просит меня сделать, я думал, что это реальное сообщение от почты Испании. Сейчас я на гору зайду. Но нет. Это, оказывается, мошенники. Они каким-то образом узнали мой номер телефона. Нормально так забрался. Вы можете посмотреть. Полезно. Зато полезно ходить в горку. Вот. Значит, чем больше вы живете в Испании, чем больше вы оставляете свой номер телефона на разных сайтах, ну, из-за того, что вы там хотите авторизоваться, я, допустим, хостинг оплачиваю, этот номер утекает, и вам начинает не только смс-ки приходить мошеннического содержания, которые, естественно, маскируются под государственные органы, под почту, но вам еще начинают звонки приходить. Постоянно звонят и постоянно что-то начинают продавать тебе по телефону. Хорошо, что я уже выучил фразу «no hablo español», не говорю по-испански. Соответственно, у 99% эта фраза отбивает желание общаться со мной. Но есть 1% очень настойчивых людей, которые все равно пытаются перейти на английский и на английском языке пытаются мне что-то продать. Самое главное, что вот эти звонки, они, конечно, жутко раздражают, и смс-ки.
тебе надо отвлекаться, обращать внимание и вычленять среди смс-ок те, которые имеют к тебе отношение, те, которые не имеют. Да, смс-ки важны, потому что, например, медицинские уведомления приходят не по электронной почте, а приходят в виде смс. И если вам, допустим, отменяют в последний момент, могут отменить и за несколько минут, ну, обычно там за пару часов даже. Вот, если вам отменяют визит к врачу, как со мной было, то эта информация придет к вам в виде смс. Если вам, допустим, назначают визит к, ну, допустим, на УЗИ, то эта информация, опять же, придет к вам в виде смс. То есть смс-ки здесь действительно нужны, и вот тебе приходится все время вычленять, какая смс-ка спам, это 90% спам, какие на самом деле настоящие смс-ки. Так что в плане телефонных мошенников из, в кавычках, службы безопасности Сбербанка, тут, ну, примерно так же, как и в России. Могут звонить... Вообще, я, честно говоря, я вот уже за все это время выработал у себя привычку не общаться по телефону ни с кем. То есть там, где я заказываю сервисы, обычно общаемся по WhatsApp. Вот. Понятно, что Telegram испанцы не знают, они им не пользуются. Вот, они пользуются WhatsApp. А официальные какие-то уведомления, они приходят либо в виде смс-ок, либо они приходят в виде электронных писем, или чаще всего что-то важное приходит как бумажное письмо. Вот почему очень важно иметь постоянную регистрацию в Испании, потому что эта информация, это куда вам будут приходить какие-то уведомления от государства или государственных органов. Вот. Ну, в общем, я на звонки просто не отвечаю сейчас. То есть, если, условно говоря, ну, кто-то захочет со мной пообщаться из русскоговорящих, он, скорее всего, мне напишет в Телеграме или в Сигнале. Если кто-то из местных, из испанцев, он мне напишет, скорее всего, в WhatsApp. Ну, звонят иногда, очень редко звонят, что-то там хотят сказать, но когда они слышат, что я ни бе, ни ме, ни кукареку по-испански, ну, не то, что вот совсем никак, но еле-еле, их это раздражает, и они сами предлагают перейти на переписку в WhatsApp, что меня, конечно, устраивает, потому что я могу переписку эту перевести, и все, и не париться, понимать на слух. Хотя на слух я уже понимаю, но по телефону, сами понимаете, речь искажена, поэтому лучше WhatsApp. Все. Так что идеальный план такой, когда вы приезжаете, получаете НИЕ, получаете банковскую карточку и, соответственно, оформляете себе постоплачиваемый договор. Ну, мне нравится пользоваться мелкими операторами, потому что они в конкурентной борьбе бьются с крупными зажравшимися котами типа Водафона. И, соответственно, цены у них пониже. А качество услуг плюс-минус примерно одинаковое у всех. Все. Лайфхак я вам рассказал. От вас подписка. Ставьте лайки. Вы можете еще раз написать мне комментарий, как я тяжело дышу из-за того, что на холм забрался. Но обязательно как-то прореагируйте на это видео, чтобы YouTube понимал, что я делаю полезное дело для вас и, соответственно, давал меня в рекомендациях. Ух, почти на город забрался. Сейчас покажу вид. О, видите, вышка связи стоит. Что это? Достаточно высокое место. О, слушайте, вообще высокое место. Не просто достаточно высокое, высоко-высоко. Сейчас еще секунду терпения. Уже тяжело идти. Во! Зацените, какой молодец.
Как я вам поднялся? Вот это прямо небоскребики, это Бенедорм. Вот. Сейчас что еще посмотрим? О, водоканал, судя по всему. Пользуясь случаем, передаю привет водоканалу Горячего Ключа. Все, я жду, когда же вас начну там всех ловить за нарушения, которые обнаружились неожиданно. Вот. Ух ты, какой вид отсюда-то, а? Красотища. Вот, не зря попер в эту сторону. О, посмотрите, а? Да хоть фильмы снимай. Да? О, синее море, тепло сегодня. Но уже не жарко. Я еще несколько недель назад по этой же горке поднимался, не так высоко. Снимал видео вам в начале октября, где-то вот там вот, в этом месте. Вот. А сейчас я на соседнюю горку поднялся. И посмотрите, какой красивый вид. Вот. Лайк, репост, реакция, комментарий.